3 кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Дорожные знаки. Однажды папа и котята ехали на машине домой. Папа, а почему на табличках нарисованы стрелочки? Коржик, это не просто таблички и стрелочки. Это дорожные знаки. А зачем они нужны? Дорожные знаки помогают правильно вести машину. Они указывают, где можно ездить, а где нельзя. А этот знак что означает? Ой, что за новости? Это кирпич. Это значит, что на эту дорогу въезжать нельзя. На дороге много знаков. Я долго запоминал их, когда учился водить машину. А давайте мы тоже выучим дорожные знаки, и тогда нам не придется учить их потом, когда мы решим ездить на машине. Здорово! Миу, 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 миу. Тут можно будет ехать только вперед. А тут разворот. А тут можно сделать остановку. В прихожей можно будет ездить только по кругу. А перед кухней мы повесим кирпич, чтобы не мешать маме. Ой, ты тут не должна ехать. Но у меня знак разворота. Это значит, что ты должна развернуться и ехать к дивану. Ну хорошо. Бип-бип-бип-бип-бип-бип. Бип-бип. Так, тут проезда нет. Но и знак разворота тоже не стоит. Придется ехать задом. Ой, ой, ой. О, внимание, внимание! Круговое движение! Круговое движение! Все, я устала! Тут нет знака остановки. Дай мне проехать. Ой! Котятки, что случилось? О, похоже, у нас тут столкновение автомобилей. Это все из-за дорожных знаков. Мы развесили их по дому, чтобы выучить. Но ездить по знакам как-то сложно. Без них было бы проще. Ну что вы, котятки, просто вешать знаки надо с умом. И тогда они будут помогать автомобилистам, а не мешать им. Ха-ха, бип-бип. Я знаю, что надо делать. Раз папа так хорошо знает все знаки, пусть он поможет нам правильно их развесить. Отличная идея, Карамелька. На самом деле знаков очень много, но я расскажу вам про самые главные. Начнем со знака «Главная дорога». Он означает, что тому, кто едет по такой дороге, другие водители всегда должны уступать. А это знак «Крутой подъем». Подниматься вверх сложнее, чем спускаться вниз. Поэтому тот, кто наверху, должен уступить дорогу тому, кто едет снизу. Ну, а знак «Кирпич» мы повесим на дверь в туалет. Туда все же лучше не въезжать на машине. Папа и котята разместили еще несколько знаков по всему дому. И котята начали водить свои машинки, стараясь соблюдать все правила. Коржик предупреждает о том, что он производит дорожные работы. Маму пропускают на пешеходном переходе. А Карамелька регулирует движение с помощью светофора. Ну что ж, котятки, из вас выйдут отличные водители. Давайте попьем чаю, и я расскажу вам про другие дорожные знаки. Ставьте свои машинки на бесплатную парковку. Здорово! Миу, миу, миу. Котята внимательно слушали, чтобы когда-нибудь стать такими же хорошими водителями, как папа. Мусор в парке. Как-то раз котята с мамой гуляли в парке и запускали воздушного змея. Котятки, вы там не устали? Может, передохнете? Я взяла ваш любимый сок. Здорово! Миу, 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 миу.
Когда пьете, выбросьте стаканчики вон в ту урну. О, ветер помешал. Стаканчик слишком легкий. Сейчас я его утяжелю. Надо было просто бросить стаканчик в урну, а так ты намусорил в парке. Да ладно, дворник его подметет. У дворника и так много работы. Вон сколько листьев надо убрать. А зачем он убирает листья, если должен убирать мусор? Листья, так же, как и мусор, могут залететь куда-то, на них можно поскользнуться. Поэтому важно, чтобы и листьев, и мусора в парке было как можно меньше. Подумаешь, я бы здесь за минуту навел порядок. Раз так, давай спросим у дворника. Может быть, у него найдется еще одна метла. Мы тоже хотим. Дворник очень обрадовался, что котята хотят ему помочь. Он принес для них 3 метлы и мешки для листьев и мусора. Ой, Вот видишь, Коржик, почему не нужно мусорить. Так что постарайся найти свой стаканчик. да какой может быть вред от малюсенького стаканчика? Котята принялись старательно убирать мусор и листья. Но что-то пошло не так. Ой! Ой! Ну вот, из-за ветра ничего не получается. Да так я никогда не найду свой стаканчик. Давайте разделимся. Я и Компот будем убирать листья, а Коржик пусть ищет свой стаканчик и убирает мусор. Мы все сделали. Я думал, эти листья никогда не кончатся. Спасибо за помощь, котятки. Из вас выйдут отличные дворники. Да, только свой стаканчик я так и не нашел. Наверное, он укатился очень далеко. Смотрите, вон он. Ой, голубь застрял в моем стаканчике. Надо скорее его спасать. Не надо его гонять, котятки. Он и так напуган. Я знаю, что надо делать. Хорошая птичка. Гули, 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 гули. Коржик, снимай свой стаканчик. Что-то он не снимается, будто прилип к чему-то. Это же моя жвачка. Бедный голубь. Он так и ходил бы в стаканчике целую вечность, если б мы его не освободили. Не думал, что жвачка и стаканчик могут быть так опасны. Ну вот, похоже, в парке надо убирать не только мусор и листья. Да. Но с этим мы разберемся вот так. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята узнали, что мусор может доставить очень много хлопот. Но, к счастью, все закончилось хорошо. Хлеб. Однажды котята решили сделать кораблики из подсохших горбушек хлеба. Посмотрим, как они поплывут. Здорово! Миу, 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 миу. И тут к котятам зашел их друг Изюм. Привет! Привет, Изюм! А что это у вас? Мы сделали из хлеба кораблики и теперь будем их запускать. Из хлеба? Но это же еда. Не, это просто горбушки. Они уже засохли, и их все равно бы выкинули. Вот и плохо. Мой папа сам печет хлеб, и мы весь его съедаем и ничего не выкидываем.
И вы никогда не делали хлебные кораблики? Если бы вы сами пекли хлеб, вы бы тоже с ним не играли. А вот мы возьмем и испечем. Что тут сложного? Это же просто хлеб. Папа Изюма согласился показать котятам, как делается хлеб, и повез их на пшеничное поле. Котятки, вот с этого поля начинается хлеб. С поля? Да, сперва это поле нужно вспахать. Затем посадить в землю семена пшеницы. А потом подождать, когда они прорастут. И после этого можно собирать хлеб? Пока нет. Сначала нужно собрать всю пшеницу вон той большой машиной, которая называется комбайн. Комбайн срезает колосья пшеницы и выбивает из них зерна. Вот. Я очень люблю запускать в зерна лапки. Попробуйте. Ну да, приятно. Но только это не похоже на хлеб. Конечно, но это пока. Сейчас мы с вами отправимся на ту мельницу, где делается... Хлеб? Нет, пока еще не хлеб. На мельнице делают муку. Такая современная мельница перемалывает очень много зерен, превращая их в муку. Но у нас есть старинное ручное приспособление. С его помощью вы можете сами перемалывать зерна. Фу, тяжело. Зерна пшеницы крепкие, но вы отлично справились. Теперь идем в пекарню делать... Хлеб? Тесто. Ой. Ну теперь-то будет хлеб? Сначала надо, чтобы тесто поднялось. А вот теперь можно лепить хлеб. И ставить его в печку. Котята потратили немало сил и теперь с нетерпением ждут, когда хлеб будет готов. А вот и наш хлеб. Теперь сделаем из него хлебные кораблики. Ну уж нет, наш хлеб не будет плавать в какой-то луже. Да, хлеб для еды, а не для игры. А как же те ваши горбушки-кораблики? А мы не будем с ними играть. Правда, есть их тоже уже нельзя. Я знаю, что надо делать. Теми горбушками мы накормим птичек. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот так котята поняли, что даже в простой хлеб вложено очень много труда. И всегда найдется тот, кто съест его до последней крошки. Баллы. Однажды котята с мамой пошли в магазин. Мама, а что это за картинки? Это наклейки с баллами. За то, что вы покупаете товары у нас. Если вы соберете достаточно наклеек, то сможете бесплатно взять любую вещь в нашем магазине. Ого, любую вещь бесплатно. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Мы можем взять надувной бассейн, чтобы купаться в нем, когда будет жарко. Для бассейна этих баллов недостаточно. Вам нужно накопить еще. Да-да, а для этого надо купить еще товаров. Так пойдем купим еще что-нибудь. Макароны, конфеты. Нет, котятки, у нас дома все это есть. Чтобы набрать нужное количество баллов, нам придется сходить в магазин еще много раз. Но котятам не хочется так долго ждать. Нам надо побольше есть, чтобы чаще ходить в магазин за покупками. Котятки, какой у вас сегодня замечательный аппетит!
А вот и десерт, как вы любите. Что-то мне уже не хочется. А я съем. Жуй, старайся, нас ждут баллы. Ладно. Что-то я объелся. И я, даже живот заболел. Нам надо немного полежать. Котята поняли, что так много есть они не смогут, и решили действовать иначе. Где же она? Здесь нет. И тут нет. Моя лупа потерялась. Надо купить новую. У меня на велосипеде лопнула шина. Надо срочно купить новую. Да. В моем кукольном домике сломалась дверца. Надо купить новую. Или новый домик. Надо ехать в магазин. Компотик, твоя лупа лежит на столике в вашей комнате. Давай посмотрим, что случилось с твоим домиком. Я уверен, мы сможем все исправить. Коржик, а потом мы подклеим и накачаем твою шину. Да-да. Похоже, не видать нам новых баллов. И надувного бассейна. Оказывается, у друзей котят тоже есть проблемы с баллами. У меня есть немного баллов, но их пока недостаточно, чтобы получить электролуноход. А мне не хватает баллов на костюм летучей мыши. Нам всем придется долго-долго ждать. Я знаю, что надо делать. Давайте собирать баллы вместе и постепенно обменивать их на вещи, которые мы хотим. Точно! Давайте тогда первым возьмем луноход. Первым надо брать костюм летучей мыши. Нет, луноход. Костюм летучей мыши. Луноход. Костюм. Луноход. Костюм. Чтобы Гоня и Сажик не ссорились, мы отдали им все наши баллы. Теперь нам придется заново их собирать. Да, так и лето пройдет, и бассейн будет уже не нужен. Ничего страшного, котятки. Не успеете оглянуться, как наберете столько баллов, сколько требуется. Мы подумали, что бассейн лучше взять первым. Он ведь нужен летом. А костюм летучей мыши понадобится только осенью, на день страшилок. А луноход можно взять и зимой. Так что берите наши баллы. Мы вместе потом еще накопим. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Надувной бассейн пришелся очень кстати. И теперь котята с удовольствием помогут своим друзьям накопить баллы, чтобы исполнить и их заветные желания. Гироскутер для Компота. Однажды Компоту на день рождения подарили гироскутер. Компоту так понравилось на нем ездить, что он совсем перестал с него слезать. Компотик, на гироскутере по дому лучше не ездить. Хорошо, тогда я буду ездить на улице. Гироскутер — это круто, круто — это гироскутер. Стану я на нем везде, чемпионом по езде. Компот, хватит кататься! Поиграй с нами! Только чур я на гироскутере. Ой, 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 ой. Давайте поиграем во что-нибудь другое. В мяч на гироскутере не поиграешь. Ладно, можно играть в машинки. Давайте кто быстрее, вон до того дерева и обратно. Поехали! Ой. Извини, я нечаянно. Так, выбирай. Или ты катаешься на гироскутере, или играешь с нами. Он так совсем играть разучится. Может, заберем у него гироскутер? Нет, котятки, это все-таки подарок. Лучше сделаем по-другому. Мама собрала корзинку для пикника и повела котят в парк. Тут
тут столько дорожек, то, что надо для гироскутера. Конечно, Компотик, катайся сколько хочешь. А как устанешь, приходи к нам на газон. Но ездить по газону нельзя. Хорошо. Еду по дорожкам, и надо бегать ножкам, чтоб куда-то прибежать. Недостаточно стоять. Компот, ты еще не накатался? Ты что? Я только начал. Я стою и все же еду, и рукой машу соседу. Не угонишься за мной, только ветер за спиной. Компот, иди к нам, отдохни от гироскутера. А я не устал, я еще покатаюсь. Да, завтра придем сюда пораньше. Тогда, может, он все-таки накатается и решит отдохнуть от гироскутера. Ой, смотрите, фургончик со сладостями. Можете купить себе по мороженому. Только поторопитесь, а то фургончик уедет. Сейчас, я быстро его догоню. Ну вот, аккумулятор сел. Компот, ты что, разучился бегать? Это все из-за гироскутера. Ты слишком долго на нем катался. Что же я теперь? И ходить разучусь? Конечно, нет, Компотик. Просто не надо ездить на гироскутере все время. Тогда и аккумулятор не сядет, и ты не разучишься бегать. Я знаю, что надо делать. Пусть Компот ездит и ходит по очереди. Точно! А чтобы я не тащил гироскутер, когда иду пешком, на нем может ехать Коржик или Карамелька. Отлично, котятки. Сегодня же зарядим аккумулятор. А это мы на всякий случай взяли для тебя. Спасибо. Миу, 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 миу. Кататься на гироскутере, конечно, очень круто. Но иногда хорошо просто прогуляться и поесть мороженого. Критика. Однажды котята со своими друзьями играли возле дома. Ого, что это? Это платформа для ежегодного парада сладостей. Папа повезет на этой платформе свой огромный торт. Да, но сначала надо его испечь. Эта платформа какая-то скучная. Папа, а можно мы ее украсим? Ну, Можно, котятки. И как мы ее украсим? Я могу нарисовать эскиз. Эскиз? Ну, картинку украшенной платформы. Тогда мы будем знать, что делать. Здорово! Миу, 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 миу. Котята принесли все необходимое для украшения платформы, а Изюм нарисовал эскиз. Круто! Давайте скорее украшать. Горчица, тут нужны не большие конфеты, а маленькие кексы. Нет, большие конфеты. Маленькие будет не видно издалека. Что там такое мелкое на платформе? Мухи, что ли? Ну, парад же не смотрит издалека. По-твоему, я хочу сделать хуже? Нет, нет, конечно. Коржик, но на эскизе же... Я решил покрасить темно-синим и добавить молний. Но с молниями это будет похоже на замок ужасов. То есть, по-твоему, я делаю ужасно? Нет, нет, что ты. Карамелька, звезды нам не очень подходят. Со звездами веселее. И веточки с шариками не помешают. А что, не так? Компот, зачем тут фрукты? У нас же парад сладостей. Фрукты тоже сладкие. Ну, если хочешь, я могу их снять. Не, не надо. Я не хочу никому мешать. Ну вот. Фу, торт скоро будет готов.
А как вы решили украсить платформу? Вот. Как здорово! Ведь мой торт тоже будет голубым. Сласти-мордасти. Но это совсем не то, что на эскизе изюма. Папа, тебе не нравится? Ну, вы все, конечно, молодцы, котятки, но на платформе слишком много всего. Мой торт просто будет не видно. Молнии надо стереть. Это твои конфеты занимают слишком много места. О, ну вот, вы сделали еще хуже. Изюм, что же ты не сказал друзьям, что они делают не так? Я говорил, но они обижались. И я решил им не мешать. Ха, понятно. Котятки, не стоит обижаться на критику. На что? Критика — это когда тебе говорят, что ты сделал что-то не так. Но это не значит, что тебя хотят обидеть. Просто тебе хотят помочь сделать лучше. Я знаю, что надо делать. Мы будем слушать советы изюма и не будем обижаться. Котята заново украсили платформу точно по эскизу изюма, и он им в этом помог. А вскоре и торт был готов. Вместе с вашей платформой все это смотрится как один огромный торт. Опа! Уверен, что на параде наша платформа будет одной из лучших. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот так котята поняли, что дружеская критика помогает все сделать гораздо лучше. Капризы погоды. Однажды котята с родителями после отдыха на лыжном курорте спешили домой к Новому году. Я уже соскучился по дому. А я по бабушке и дедушке. Папа, а мы не опоздаем на самолет? Не опоздаем. До вылета еще целый час. А вот и бабушка звонит. Привет, мамуля. Как там ваши дела? Все в порядке. Скоро будем дома. И завтра мы все вместе встретим Новый год. Как всегда, по семейной традиции. Жду не дождусь. До встречи, дорогие мои. Пока! Смотрите, магазин сувениров. Давайте купим бабушке и дедушке подарки. Отличная идея. Время у нас еще есть. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Выбирая сувениры для бабушки и дедушки, котята присмотрели кое-что и для себя. Смотри, Коржик, какая хлопушка. Классная. Да закрывайся же! Коржик, давай купим тебе замочек, чтобы закрыть рюкзак. И так закрылся. Внимание, посадка на рейс до Котополиса заканчивается через 5 минут. До Котополиса? Это же наш самолет. Но у нас же было много времени. Мы слишком долго покупали сувениры. Бежим на посадку. Надо было купить тот замочек. Хлопушка! Надо было сдать ее в багаж. В самолет с хлопушками нельзя. Ага, попалась! С наступающим! Бежим! Внимание, посадка на рейс до Котополиса заканчивается через 2 минуты. Вот наш выход! Ура! Успели! Из-за плохих погодных условий рейс до Котополиса переносится на завтра. Приносим извинения. Ну вот, снегопад все испортил. Вот они, капризы погоды. Рейс переносится на завтра? Значит, мы будем ночевать в аэропорту?
Ой, Думаю, это не очень удобно. а давайте построим иглу и переночуем в нем. Пока мы будем строить иглу, уже наступит утро. Карамелька, может быть, ты знаешь, что надо делать? На этот раз не знаю. Зато я знаю. Мы заберем наш багаж и переночуем в отеле аэропорта. Алло, мамуля, из-за снегопада пришлось задержаться на ночь. Но к Новому году обязательно будем дома. А в этом отеле уютно. Но дома все равно лучше. Где-то за лесом и за холмом дом, милый дом. Мы до него долетим Доплывем. или пешком. Выходит, хорошая песенка. Она напоминает о доме. Здорово! Миу, 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 миу. Мы сделали нашу волну, и я почувствовал себя почти как дома. И я. А теперь пора спать, котятки. Нам всем надо хорошо выспаться. Вот так котята поняли, что даже если все идет не по плану, всегда найдется повод для хорошего настроения, если рядом с тобой родные и близкие. Доброе утро! Доброе утро! Какое сегодня ясное небо, котятки! Смотрите, снегоуборочная машина расчистила аэродром. Значит, сегодня мы улетим домой. И успеем к Новому году. Здорово! Миу, 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 миу. До вылета еще 2 часа, и можно спокойно позавтракать в ресторане отеля. Ого, сколько еды на этом столе. Наверное, здесь завтракает кто-то очень голодный. Компот, это называется шведский стол, и за ним никто не сидит. Здесь берут еду все гости ресторана. Как вкусно пахнет этот хлеб. Пойду-ка поджарю себе тост. А я хочу фруктов. Только их тут нет. Поищем на других столах. О, слышите? Кажется, кто-то плачет. Привет! Что ты там делаешь? Я потерял свою желтую кепочку, уже везде искал. И под столом ее тоже нет. Не плачь, мы тебе поможем. О, я нашел кепочку. Она лежала вместе с дынями и другими фруктами. Спасибо. Мне эту кепочку папа подарил. Не за что. А теперь можно поесть фруктов. И побольше. Котятки, фрукты — это, конечно, полезно, но не слишком ли много вы их уже съели? Разве это много? Я даже сбегаю за добавкой. И я. И я. Так, котятки, нам пора, скоро вылет. Коржик, выходи. Нам тоже надо. Я еще не все. Что случилось, котятки? Живот болит. И у меня. И у меня. Ох, котятки, вы все-таки переели фруктов. И от этого ваши животики недовольно урчат, пытаясь все переварить. С Новым годом! Похоже, наш самолет улетел. Ничего, полетим на следующем. Следующий самолет будет только после праздников. Значит, мы встретим Новый год не дома, без бабушки и дедушки. Это бабушка. Привет, мамуля. Привет, дорогие мои! Ну как, удобно устроились в самолете? Боюсь, что самолет улетел без нас. Но мы обязательно что-нибудь придумаем и успеем к празднику. Давайте поедем на поезде. К сожалению, Компот, поезда отсюда не ходят. А может, одна из
этих штук довезет нас до дома? Это фуникулер, и он возит пассажиров только на гору и обратно. Я знаю, что надо делать. Мы поедем домой на машине. Карамелька, но ведь нашей машины здесь нет. А это как раз не проблема. Вы можете взять машину на прокат, и тогда успеете домой к Новому году. Отличная идея! Как я сам не догадался! Вот так котята поняли, что даже вкусного и полезного лучше есть понемногу. Где-то за лесом и за холмом Дом, милый дом. Мы до него долетим, доплывем. или пешком. Рядышком сядем и запоем. Он, ты и я, что согревает наш милый дом, наша семья. Папа, почему мы остановились? Наверное, мы уже приехали. Ура! Ура! Ой, это же море. И нашего города что-то не видно. Мы еще не приехали. Сначала нам нужно перебраться на другой берег. Видите? Вон туда. Как же мы туда попадем? Машины по воде не ездят. Не волнуйся, Компот. Машину мы сдадим в пункт проката, а дальше поплывем на пароме. И уже вечером к Новому году будем дома. Здорово! Миу, 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 миу. До отплытия парома остается 2 часа, и на это время багаж можно оставить в камере хранения. Вы не подскажете, где можно купить билеты на паром? Вот в том автомате на пристани. Но поторопитесь, билеты под Новый год разбирают быстро. Да, мамуля, мы уже на причале. Купим билеты на паром и к празднику будем дома. Ого, какая очередь! Надеюсь, нам хватит билетов. Очереди такие скучные. Наконец-то! Ой. Кажется, я оставил кошелек в чемодане в камере хранения. Надо скорее его забрать. Кисуля, ты не помнишь, какой код я вводил? День рождения карамельки не подходит. Попробуй день рождения Коржика. Не подходит. И день рождения Компота тоже. И даже дата нашей свадьбы. А может быть, ты ввел дату Нового года? 31 декабря? Ха-ха, точно! Умница, карамелька! Зато теперь нет очереди. Как хорошо. О, нет! Билеты закончились. Так я и знал, мы не успеем домой к Новому году. А давайте устроимся на паром в команду. Морякам билеты не нужны. У меня даже тельняшка есть. Тельняшка не делает тебя моряком. Нас не возьмут в команду, потому что мы маленькие. Ой! Тогда давайте построим плот. Плотом управлять легче. Наверное. На плоту нас может унести не домой, а куда-нибудь в другое место. Внимание! У причала продолжается конкурс музыкальных талантов. Победители получат билет на паром до Катаполиса из рук самого капитана. Я знаю, что надо делать. У нас же есть инструменты. Давайте выступим на конкурсе с нашей песенкой и попробуем выиграть билеты. Давай. Где-то за лесом и за холмом дом, милый дом. Молодцы! Мы до него долетим, доплывем. Или пешком. Рядышком сядем и запоем. Он, ты и я, что согревает наш милый дом, наша Больно? семья. Я, ты, все мы вьюгом назло. Среди зимы свет и тепло. Свет
Спасибо, спасибо. Спасибо. Несомненно, это было лучшее выступление. Добро пожаловать на борт и с наступающим Новым годом! Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что хорошая песня может выручить даже в самой непростой ситуации. Привет, дорогие мои! Ну как там ваши дела? Хорошо, мамуля. Сейчас сойдем на берег и сразу поедем домой. Замечательно! Я уже у вас дома, и дедушка тоже тут. Мы накрываем на стол, а еще мы уже... Мамуля, алло, тебя не слышно. Ну вот, батарея села. Ничего страшного. Скоро мы все равно будем дома. Здорово! Миу, 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 миу. От морского порта совсем недалеко до парковки, где папа оставил машину. Вот приедем и сразу зажжем праздничные огни. И попробуем бабушкин новогодний пирог. А дедушка запустит фейерверк. Смотрите, эта машина совсем как наша. Она и есть наша. Стойте! Это не Новый год, а какой-то праздник невезения. Папа, а почему нашу машину увезли? Потому что срок действия парковки закончился вчера, когда мы должны были вернуться на самолете. Теперь забрать машину со штрафстоянки мы сможем только завтра, потому что в Новый год она закрыта. Ну и ладно, пешком прогуляемся. Отсюда до дома идти 2 часа. Так мы точно опоздаем к празднику. Привет! Помните меня? Привет, желтая кепочка. А что вы такие грустные? Вот мы с папой прилетели еще утром и весь день выбирали подарки. Скоро же Новый год! Похоже, мы встретим Новый год на этой парковке. Нашу машину вез эвакуатор. Папа, давай подвезем моих друзей. Конечно. Вам же тоже в город. Садитесь. Места всем хватит. Ой, спасибо. Спасибо. Где-то за лесом и за холмом Дом, милый дом. Мы до него долетим, доплывем. Долетим, доплывем. Или пешком. У меня плохие новости, друзья. Мы основательно застряли. Так недалеко от города. Вот уж точно не везет, так не везет. Но теперь-то мы можем пешком дойти, раз дом близко. Ой, с такими-то сугробами. Будем полчаса идти, не меньше. А до Нового года осталось 20 минут. Я знаю, что надо делать. Мы доедем до дома на лыжах. Точно. А все чемоданы запрем в нашей машине. Во время отпуска котята с родителями много катались, поэтому путь до дома показался им очень веселым. Спасибо! Подождем котят. Сейчас им позвоню. Новый год через 5 минут. Абонент недоступен. Надо же, кто это на лыжах в такое время катается? Кому-то дома не сидится. Ой, это ж наши котятки! Ура! Успели! Миу, 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 миу. Вот так после долгого пути котята вернулись домой и встретили Новый год, как и полагается, в кругу семьи. Ярко на елке огни горят, снег за окном. Каждый вернулся, был очень рад в наш милый дом. Вместе увидим мы, ты и я, в небе звезду. И будет счастлива вся семья в новом году. Я, ты, все мы югом назло. Среди зимы свет и тепло. Свет и тепло. Подожди, не уходи! Нажми сюда, чтобы подписаться
подписаться на канал. И не забудь нажать на колокольчик. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию. Приятного просмотра! Миу-миу!